репетировали Диоклетиана, большую пятиактную пьесу в стихах нашего знаменитого поэта Паламида Разора. Действие пьесы происходило в 303 году после Рождества Христова, и, следуя царящей моде, вся пьеса была в высшей степени стилизована. Кроме нескольких десятков хороших стихов, в пьесе можно было найти и нумидийских львов, и слонов, христиан, замучиваемых на сцене, массы рабов, легионеров, вольноотпущенников. Причем костюмы делались по специальным рисункам Бурдини. А главная роль Валерии, Гетеры, внявшей свету христианства, который бесчеловечный император приказал выколоть глаза, была поручена великой артистке Леоне. Суфлер сидел в своей будке. В небольшом углублении, обращенном к сцене, сидели автор Паламид и директор Бриван, в то время как в дрожащем свете двух спускавшихся с потолка электрических ламп Леона, одетая в ротонду и Гинсбора с черными перьями, волновалась у ног мужчины в сером вестоне, изображавшего самого Диоклетиана. И, сильно жестикулируя, Леона рычала: «На твоем челе, которое никогда не знало радости, дрожит неутолимая жажда крови». Вдруг Бриван вскочил с места, подбежал к артистам и закричал с явным раздражением, махая рукописью: «Дети мои, вы гениально проводите эту сцену, но это совсем не то!» «Это совсем не то», подтвердил с места и Паламид Разор. «Разве мы взяли неверный тон?» спросил Барбон. «А что у нас, собственно, хромает?» спросила Леона, небрежным движением поправляя шляпу. «Прежде всего, совсем не слышно хрустения костей мучеников из-за кулис. Это касается уж Меризье, а вы, Леона, со своей стороны совершенно не передаете крика женщины, которой выкалывают глаза». «Как? Я недостаточно кричу?» «Кричите-то вы достаточно, но не в том тоне, который нужен. Вы должны дать впечатление настоящей пытки, а у вас такой вид, как будто вы просто обожглись за завтраком шоколадом. А вы, Меризье, если не найдете лучшей имитации хрустения костей, к завтрашней репетиции можете искать себе другое место. Господа, репетиция окончена, завтра в 1:15. И артисты, целых 4 часа заключенные в эти холодные серые стены, радостно бросились к выходу, чтобы поскорее подышать свежим и чистым запахом бульваров. Меризье ушел в глубокой задумчивости, хватаясь за голову руками, а Леона вскочила в экипаж и рысью покатила в свой отель. Бриван воображает, что это так уж легко, думала она дорогой. Откуда мне знать, что чувствует при выкалывании глаз? А главное, у меня во всей роли только и есть, что этот крик. Ну-ка посмотрим, что я говорю перед тем. И чтобы несколько сориентироваться, Леона открыла тетрадку с ролью и продекламировала, смотрясь в зеркало: «Берегись! Придет день, когда из моей раны хлынет на тебя кровавый поток. О, тиран,
Берегись, слава обманчива. «Нет», — сказала она упавшим голосом, — «все это не дает мне никаких указаний». Она приехала в свой отель и позвонила горничной раздеваться, и под ничтожным предлогом наградила ее пощечиной. Но горничная только слабо вскрикнула, что совсем не было искомым стоном. Все более и более раздражаясь, Леона вошла в оранжерею, где разлеглась на софе, вся окруженная подушками и закутанная в шелка и кружева, велела позвать своего грума и, придравшись к тому, что он пришел недостаточно скоро, выдрала его за уши. «By God!» – простонал, всхлипывая, грум. Но и это английское проклятие было не то, что ей нужно. Что делать? Хотя великая артистка фантастическим жалованием и покупала у своей прислуги право исполнять все свои капризы, она все же не могла подвергнуть их настоящей пытке. Вдруг, в то время, когда ее взор блуждал по чаще зеленых деревьев, превративших оранжерею в экзотический сад, Леона заметила свою обезьянку Нелюска, которая с уморительными гримасами тянулась к какаду, насколько ей только позволяла цепочка. А какаду, нахохлившись, прижался к своей жердочке и смотрел на обезьянку испуганным взглядом своих круглых глаз. «Постой-ка, постой-ка», — подумала Леона, — «тут можно будет, пожалуй, кое-чем попользоваться». И затем с жестокой улыбкой, о, это улыбка, она спокойно отвязала Нелюска и вернулась на свое место в ожидании, откинувшись на подушки. Почувствовав себя свободной, обезьяна принялась скакать на месте, потом с бесконечными предосторожностями поползла на четвереньках к какаду. Одним прыжком она вскочила на жердочку и уселась рядом с птицей. Какаду, прикованный к месту кольцом, не мог улететь и только все более нахохливался, все испуганнее смотря на обезьяну. У Нелюска был свой план. Она внимательно поглядела на соседа и с дьявольской усмешкой, обнажив зубы, протянула свои крючковатые пальцы к хохолку птицы, откуда вытащила перо, которое и принялась с наслаждением грызть. Какаду вскрикнул раздирающим голосом, напоминавшим звучный гортанный лай. «Какая великолепная интонация!» — воскликнула артистка. «Вот если бы мне удалось ее воспроизвести!» В это время Нелюска продолжала свои безжалостные пытки, вырывая одно перо за другим, совершенно обнажая хохолок, тогда как несчастный какаду отчаянно стонал столько же от боли, сколько и от страху, испуская жалобные крики, трубными звуками оглашавшие весь дом. И внимательно, широко раскрытыми глазами Леона, склонившись к подушкам, старалась прислушаться к интонациям жалобных криков какаду, подметить их и воспроизвести, возможно, точнее. В конце концов ей удалось закричать с такой мукой,
с таким ужасом, что артистка, торжествуя, воскликнула: «Наконец-то я нашла теперь свой эффект!» И она повторила свой крик 3 раза прямо в упор ошеломленному Нелюско, который вдруг бросил свою работу и скрылся среди пальм. А на следующий день на репетиции, когда дошли до знаменитого места, автор «Паламид-Разор» заключил, рыдая в свои объятия, Леону и сказал ей: «Это поразительно, это гениально, у меня до сих пор мороз по коже бегает, вы заставите весь Париж сбежаться на этот крик». В тот же момент за сценой послышался отчаянный треск. «Господин Бриван, — скромно сказал Меризье, выходя из-за кулис, — мне кажется, что я нашел. Чтобы воспроизвести хрустение костей мучеников, я раздавливаю сигарные коробки. Что вы скажете?» «Браво, Меризье! Браво!» — скричал директор. «Вы тоже сделали замечательное открытие. Теперь наша сцена мученичества должна произвести громадный эффект. Слушайте-ка, мой друг, я хотел бы сделать что-нибудь для вас приятное. Какую роль вы имеете в Диоклетиане?» Я изображаю нумидийского слона, управляю задними ногами. Ну что же, я могу дать вам повышение. О, господин директор, вы мне льстите. Начиная с завтрашнего дня вам поручаются передние ноги.